Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим такое заболевание, как дирофилариоз собак. Дирофилариоз собак – это гельминтозное заболевание, то есть данное заболевание вызывает гельминты, или, как говорят в народе, глисты. Казалось бы, что тут необычно, эко не видать. Все привыкли, что гельминты, как правило, обитают в кишечнике животного, и уже все владельцы собак знают, как с ними бороться. Да, иногда возникают сомнения по поводу выбора того или иного препарата, но в целом гельминты уже не считаются очень большой проблемой. И для большинства владельцев собак глисты – это не столько угроза, сколько, что называется, смотреть противно, как они ползают в кале собак. С дирофилариозом дела обстоят совсем иначе. Не зря слово дирофилариоз переводится с греческого языка как «злая нить». Взрослые дирофилярии представляют собой гельминтов, которые могут достигать до 30, а иногда и до 40 сантиметров в длину. И в диаметре они могут быть до 1,3 мм. То есть взрослый гельминт действительно похож на большую белую нить. А приставку дира, то есть злой, этот гельминт получил из-за того, что он может локализоваться в самых непредсказуемых и необычных местах. Чаще всего взрослых дирофилярий у собак можно найти в правом предсердии, в подкожной клетчатке, в серозных полостях тела, например, в глазу. Как правило, в околоорбитальной области. Хотя иногда этих гельминтов можно обнаружить и в самом глазу. Описаны далеко не единичные такие случаи. Иногда этих червей находят в брюшной полости и даже в головном мозге. Причем обнаруживают этих гельминтов не только у собак, но и у человека. И локализация данного гельминта у человека тоже может быть самая разная. То есть данное заболевание, как вы поняли, опасно не только для собак, но также очень опасно и для человека в том числе. И особенно это заболевание опасно для владельцев собак. Существует определенная статистика, что среди заболевших людей практически все 100% из них, из владельцев собак, или очень близко контактировали с собаками. Я обязательно в одном из своих видео остановлюсь на дирофилариозе людей и мерах по эффективной защите от него. Это очень интересная и важная тема. Дирофилариоз заболевание очень коварное, и оно проявляется не сразу. Клинические признаки заболевания могут проявиться даже через несколько лет после заражения. И начало дирофилариоза такое, что очень сложно определить, что это именно дирофилариоз, а не что-то другое. Первые симптомы дирофилариоза проявляются тем, что собака быстро утомляется, наблюдается снижение или извращение аппетита, общее истощение, апатия, кашель, симптомы нарушения со стороны нервной системы. Ну что можно сказать, увидев такую картину? Да практически ничего. Такая симптоматика может быть при многих других заболеваниях. Специфическая диагностика достаточно сложная и тоже не всегда дает точный результат. И это самое неприятное. Лечение данного заболевания сложное. Препараты очень дорогие и токсичные. И при всем при этом эти препараты еще и очень дефицитные. Слово дефицит уже давно вышло из нашего обихода. Сейчас есть только один самый большой дефицит – нехватка денег. Но вот при дирофилариозе очень сложно вовремя достать препарат для уничтожения взрослых дирофилярий. Очень часто при лечении дирофилариоза собак требуется хирургическое вмешательство, как правило, на сердце. Очень редко лечение обходится без каких-то серьезных последствий для здоровья собаки. Надеюсь, я вас убедил, что свое название «злая нить» эти гельминты заслужили по праву и отрабатывают его на все 100%. Как избежать этой напасти? И вообще это возможно? Сразу скажу утвердительно, что да, избежать дирофилариоза можно. Причем профилактировать дирофилариоз значительно проще, чем его лечить. В данном случае слово «значительно» как-то и не передает всего контраста усилий. Профилактировать и лечить дирофилариоз – это как небо и земля. Профилактировать очень просто, а лечить крайне сложно. Итак, как возникает дирофилариоз? Причиной данного заболевания являются комары. Именно они являются основным звеном в развитии дирофилариоза. Так вот, взрослая половозрелая самка дирофилярии выделяет большое количество личинок микроскопического размера, причем не просто очень большое количество, а количество этих личинок может достигать до 30 тысяч за одни сутки. Это только от одной самки. Количество самок дирофилярий в одной собаке может варьироваться от 1 до 250 штук. Умножьте 30 тысяч личинок на 250 штук самок. И вы получите количество личинок, которые появляются в организме собаки ежедневно.
Без калькулятора я даже не могу сказать, сколько это будет. Но за пару дней это будет количество, сопоставимое с количеством людей, проживающих в таких самых крупных городах планеты, как Токио, Нью-Йорк, Москва, Шанхай. Не верите? Возьмите калькулятор и пересчитайте. Я как-то на досуге считал. И точно, даже больше получается. Так вот, личинки, выделяемые самками дирофилярий, это личинки первой стадии. Их еще называют микрофиляриями. Для того, чтобы вырасти во взрослую особь, личинки должны пройти 5 стадий развития. Часть этих стадий микрофилярий проходит в организме собаки, а часть в организме комара. Как это происходит? Комар кусает собаку и заглатывает с кровью личинки первой стадии. В организме комара личинки первой стадии за 14 дней превращаются сначала в личинки второй, а затем в личинки третьей стадии. И когда комар кусает собаку, то он с одной стороны вместе с кровью собаки заглатывает личинки первой стадии и в то же время вместе со своей слюной передает собаке личинки третьей стадии. Вот такой получается обмен личинками. Затем личинки третьей стадии в организме собаки проходят 4-ю и 5-ю стадию развития и наконец-то превращаются в полувозрелые особи дирофилярий. Продолжительность развития личинок третьей стадии во взрослую особь в зависимости от вида дирофилярий составляет от 6 до 9 месяцев. Взрослые особи дирофилярий могут жить в организме собаки аж до 7 лет. Теперь, уже зная биологию дирофилярий, рассмотрим методы эффективной защиты собак от дирофиляриоза. Первое. Нет комаров, нет дирофиляриоза. Поэтому в период интенсивного лета комаров надо максимально ограничить собаку от них. Надо постараться не выгуливать собаку в местах, где очень много комаров, и в то время суток, когда комары наиболее активные и агрессивные. Второе. Если соседство с комарами все же избежать никак нельзя, то надо наряду с препаратами от блох и клещей применять препараты, которые в своем составе содержат вещества, отпугивающие комаров. Эти вещества называются репеллентами. Я обязательно в одном из своих видео остановлюсь конкретно и на репеллентных препаратах от комаров. Но вы можете и самостоятельно при покупке препаратов от блох и клещей посмотреть в инструкцию, есть ли там репеллент, действующий против комаров. Или спросить об этом у продавца зоомагазина. Третье. Дирофиляриоз – это очень неприятное заболевание. Все ужасы данного заболевания я вам описал выше. Но следует помнить, что эти ужасы вызывают только взрослые дирофилярии. Это для их уничтожения требуется хирургическое вмешательство и очень дорогостоящее и токсическое лечение. С личинками же бороться достаточно просто. Взрослые половозрелые особи в организме собаки появляются лишь спустя 6-9 месяцев, как я уже сказал, после попадания в организм собаки этих личинок. А все это время в организме циркулируют личинки разных стадий развития, так называемые микрофилярии, которые эффективно уничтожаются препаратами. Причем таких препаратов, которые уничтожают личинок, превеликое множество. Более подробно на этих препаратах, что лучше, что хуже и как их применять, я обязательно остановлюсь в одном из своих следующих видео. Кому не терпится, то скажу, что в состав препаратов, которые профилактируют дирофиляриоз, то есть убивают личиночные стадии дирофиляриоза, входят такие действующие вещества, как ивермектин, силамектин, моксидектин, мельбимицин. Есть еще и другие вещества. Поэтому при желании вы можете и сами поискать такие препараты, в которых есть эти действующие вещества. Это совсем не сложно. И в заключение еще раз скажу, что дирофиляриоз – это очень серьезное заболевание, которое очень тяжело лечится. Препараты для лечения очень дорогие, дефицитные и токсичные. Очень часто при лечении дирофиляриоза собак требуется хирургическое вмешательство. Как правило, после проведенного лечения наблюдаются какие-то серьезные осложнения. И что этим заболеванием болеют не только собаки, но и человек. И в то же время профилактика данного заболевания очень проста. Помните об этом. Тема дирофиляриоза очень важная и достаточно объемная. Поэтому я еще не один раз остановлюсь на некоторых нюансах данного заболевания, знание которых поможет вам сохранить жизнь своим питомцам и позволит не заболеть самим. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!